страна высоких гор и идеальных серпантинов. Но нет, это не Швейцария. Маленькая, независимая, с мощной экономикой. Но нет, это не Люксембург. Нулевая преступность, дешевый шопинг и потрясающая природа. Добро пожаловать в страну, о которой вы почти ничего не знаете. А зря. Ну что, мы в солнечной, светлой, летней, маленькой, уютной стране Андорра. Это такая маленькая страна, которая расположена к северу от Испании и к югу от Франции. Прямо в горах. Да. Сегодня мы посмотрим на то, чем примечательна Андорра, что в ней такого особенного и почему сюда точно стоит ехать. Здесь 3 официальных языка, здесь нет армии и запрещены адвокаты. А что к чему и почему, пойдем разбираться. В этом выпуске мы бросаем себе вызов исследовать Андорру за один уикенд. У нас всего 48 часов, чтобы показать, что Андорра может предложить летом и как успеть все, если у тебя 2 дня, а хочется всего и сразу. Тем более, что мы попали сюда во время самого яркого традиционного андорранского праздника. Будет очень интересно, поэтому без лишних слов погружаемся в летнюю Андорру. Кстати, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на наш канал. Это очень помогает продвижению видео. Андорра – это крошечное государство с населением около 85 тысяч человек, спрятанное между Францией и Испанией. При этом страна не входит в Евросоюз, хотя и окружена им со всех сторон. Здесь говорят сразу на нескольких языках – каталанском, испанском и французском, хотя официальным является только каталанский. Так а что же там с адвокатами? Правда ли они запрещены? Ну, конечно же нет, это миф, пусть и очень распространенный. Просто чтобы стать юристом в Андорре, нужен признанный этой страной диплом, а вот своего юридического факультета здесь нет. Из-за этого число юристов в стране очень невелико, что и создает впечатление, что их просто-напросто нет. А чего в Андорре точно нет, так это собственного аэропорта и ЖД-вокзала. Ближайшая к стране ЖД-станция находится во Франции. Ее название буквально переводится как «госпиталь, расположенный вблизи Андорры». Но главная фишка Андорры – это ее политический режим. Такого мы еще нигде не встречали. У страны 2 князя – президент Франции и епископ испанского города Урхель. Формально именно они считаются главами государства, но в реальной политике почти не участвуют. Их роль больше символическая – представлять страну на международной арене и сохранять традиции. Фактически же основные решения в Андорре принимают правительство и парламент. Но как же так получилось, что, находясь вблизи стран с имперскими амбициями в прошлом, уже более 700 лет такая маленькая страна остается независимой? Если вкратце, то тут пара основных аспектов. Во-первых, у Андорры труднодоступное положение для завоевателей. Страна, по сути, полностью окружена горами, и пробраться к ней не так уж и просто. Во-вторых, Андорра стала этакой буферной зоной между Францией и Испанией, что удобно для обеих стран. Ну а главное, у Андорры просто веками не было особенной стратегической и экономической ценности. Страна была маленькой, бедной и не имела значительных ресурсов, поэтому за нее просто не имело смысла бороться. Вообще Андорра часто оказывалась в стороне от крупных мировых конфликтов, но иногда в ее истории случались и забавные моменты. Например, Андорра, как и многие страны, объявила войну Германии в Первую мировую, но без армии это был чистый формализм. После окончания войны мирный договор просто-напросто забыли подписать, и для Андорры война официально длилась аж до 1958 года. А вот в наши дни экономическая ситуация в стране отличная, и уже гораздо больше людей знают про княжество. Во многом это заслуга туризма, который составляет около 80% ВВП страны.
Андоранцы вовремя осознали, что их главное богатство – это горы и снег, и именно поэтому горнолыжный экотуризм здесь развивается невероятно быстро. В общем, да, Андорра – это страна, которая уникальна сразу во многом. Так давайте же взглянем на нее поближе. Попасть в княжество можно только двумя путями – либо из Франции, либо из Испании. Лично мы отправились в Андорру со стороны Испании, и стоит упомянуть, что дорога вблизи княжества уже невероятно живописна. Пересечение границы Андорры в целом почти не отличается от пересечения границ внутри стран Евросоюза. Таможня имеется, но документы проверяют быстро, так что слишком долго ждать въезда не приходится. Въехав в страну, ты практически сразу оказываешься в столице, городе Андорра-ла-Велья. Андорра-ла-Велья – самая высокогорная столица Европы. Город находится в живописной долине, окруженной горами, и это, конечно, фантастическая локация. Здесь, куда ни посмотри, очень и очень красиво. И хотя в столице проживает всего около 22 тысяч человек, это не мешает городу быть оживленным и колоритным. Сама Андорра-ла-Велья – это хорошее сочетание андорранских традиций и современной урбанистики. С началом экономического роста в 20 веке город начал стремительно преображаться. Старые здания были обновлены, а на их месте выросли современные многоэтажки. И сегодня столица Андорры – это современный, маленький, благополучный и успешный европейский город. Кстати, забавный факт – в городе зарегистрировано больше автомобилей, чем постоянных жителей. Но, конечно, тут все еще можно найти несколько сохранившихся средневековых построек, как, например, романские церкви, церковь Сан-Эстеве и церковь Санта-Коломна. Но таких старинных объектов не так уж чтобы и много. А главная достопримечательность города – это, безусловно, знаменитая инсталляция Сальвадора Дали «Благородство времени», стоящая прямо в центре. Это одно из самых известных и фотографируемых мест, так что если хотите сделать эффектные снимки, вам сюда. Отсюда же можно увидеть еще одну из самых узнаваемых современных построек в столице – мост Пуэнто-де-Пари. Символически этот мост подчеркивает дипломатические связи между Францией и Андоррой, практически соединяет разные части города. Еще один из современных символов столицы – это спа-комплекс Кальдея, напоминающий футуристический стеклянный замок. Это крупнейший термальный спа-комплекс в Южной Европе, и к тому же самое высокое здание в Андорре, достигающее 80 метров в высоту. Кстати, спа-центры – это еще одна фишка этого города и страны в целом. Геотермальные источники, горный климат и развитая инфраструктура – это идеальные предпосылки для создания сети спа-локаций, которых в городе десятки. А еще в стране очень низкие налоги, благодаря чему Андорра превращается в настоящий большой duty-free. Это привлекает сюда огромные толпы людей, особенно из соседних стран. Магазинов в столице сотни, и они плюс-минус сосредоточены в районе The Shopping Mile, главной коммерческой зоны города. Здесь можно найти множество известных брендов, включая, конечно, и люкс. По нашему опыту, одежда в масс-маркетах оказалась не сильно дешевле, нежели, например, в Испании. А что же касается продуктов, то цены на них как будто бы даже несколько выше цен в других европейских странах. Цены на самом деле в магазинах немножко дороже, чем в Испании. Вот, например, рис басмати классический килограмм стоит 2,82. В Германии это где-то, по-моему, евро 90. Цены на бариллу, пожалуйста, идентичны испанским и немецким. Евро 39. А вот яйца, кстати, здесь дорогие. Нет, их 12 штук. В общем, 12 штук стоит 3,19. Все равно довольно дорого, потому что десяток стоит в Германии 1 евро 90 центов. Но вот такие вещи, как табак, алкоголь и тяжелый люкс действительно примерно на 20% дешевле. И, скорее всего, именно из-за этого испанцы и французы частенько приезжают на шопинг именно сюда. В остальном же, чтобы исследовать Андорру-ла-Велья, одного дня вполне достаточно.
По городу имеет смысл пройтись, взять чашечку кофе и полюбоваться светом от солнца, медленно плывущим по горам вокруг города. Прогулка по городу, наслаждение видами и шопинг – примерно так и выглядит опыт посещения Андорры ла Велья для туриста в обычный день. Однако в праздники столица преображается, становясь еще более яркой и живой. Каждый год в Андорре проходит особенный фестиваль под названием Феста Мажор, и мы приехали прямо к его началу. Феста Мажор – это традиционный праздник, который проводится в летние месяцы в разных коммунах Андорры в честь их покровителей. Для справки, в Андорре есть 7 коммун, которые являются административными единицами страны. Каждая коммуна проводит свой феста-мажор, поэтому летом в Андорре можно попасть сразу на несколько праздников. Нам повезло оказаться на фестивале, устроенном центральным приходом Андорра ла Велья. Название фестиваля дословно переводится как «большой праздник». Во время него объединяются религиозные традиции, культурные обычаи Андорры и современные развлечения. Наверное, самое необычное, что можно увидеть во время феста-мажор, это костюмированное шествие с огромными куклами, которые изображают исторических персонажей, монархов, святых и народных героев. Высота таких кукол может достигать 4 метров. Очень необычно. Есть интересные традиционные танцы. Вот этот называется «баль де бастонс», что дословно переводится как «танец с палками». Собственно, очевидно почему. А этот танец называется контрапас. И он всегда исполняется парами. И все это плавно переходит в сардану. Это особенный круговой танец, кстати, один из старейших в каталонской культуре. В день проведения фестиваля весь город наполнен развлечениями для местных и для гостей страны. Например, весь городской парк в этот день превращается в развлекательный форум со спортивными и настольными играми. На такое народное гуляние стягиваются буквально все. Кому-то не нашлось игры. Ну ничего страшного, в другой раз. Мы, конечно, тоже воспользовались возможностью и поучаствовали в местных активностях. Все же некоторые вещи лучше оставить более опытным спортсменам. Но и мы повеселились. Конечно, даже в празднике Андорра ла Велья не превращается в Диснейленд с его масштабами, но вот эмоции андорранцев и гостей страны такие же неподдельные и яркие. Несмотря на то, что феста-мажор берет начало в католических традициях, со временем праздник приобрел светский характер и стал больше похож на народное гуляние с музыкой, танцами и развлечениями. Сейчас феста-мажор – это праздник общества и общины, когда жители собираются вместе, чтобы весело провести время, вспомнить традиции и передать их следующим поколениям. Попасть в Андорру именно в это время, наверное, лучшая возможность прочувствовать местную культуру и традиции Андорры в непринужденной и праздничной атмосфере. Но не стоит забывать, что помимо пестрой столичной жизни страны, у Андорры есть еще одна, не менее примечательная сторона – и наш заключительный день уикенда мы решили выделить для знакомства с ней. Но сперва в отель и спать. Да? Спускаемся на завтрак. Отель очень нравится. Супер приятно. Точнее, поднимаемся на завтрак. Да, мы ждем внизу. Наш отель – это уютный горный дом, характерный для Андорры. Он не обладает сложными интерьерными излишествами. Здесь есть все необходимое путешественнику для отдыха, а самая красивая часть дома – это лобби отеля с большими панорамными окнами, смотрящими на горы. Здесь мы остановились не случайно, а чтобы узнать страну получше. Ведь Андорра – это безусловно больше, чем только один город. В горах этой страны спрятано большое количество маленьких традиционных городков и деревень, которые сильно отличаются от столицы. Наш отель как раз расположен вблизи одной из таких деревень. Это деревня Льорц, небольшая, но очень очаровательная.
Здесь пиренейское наследие сохранилось практически идеально. Деревня состоит из нескольких десятков традиционных андоранских домиков из камня и сланца, которые гармонично вписываются в горный пейзаж. Каждый дом обладает большим количеством деревянных элементов в качестве украшений. Такие дома – это прямо визитная карточка Андорры. Они могут несколько отличаться друг от друга, но в целом всегда имеют похожую облицовку. В остальном же традиционные андоранские деревни – это узкие улочки, небольшие площади и много-много зелени и цветов, которые создают уютную и чрезмерно умиротворенную атмосферу, характерную для горных поселений Андорры. Льорц – это одно из мест, где можно почувствовать дух старой Андорры, прогуляться по спокойным улочкам и немножко прикоснуться к культурному наследию княжества. Это идеальное направление для тех, кто хочет исследовать аутентичную Андорру за пределами привычных маршрутов. Ведь традиционные андоранские деревни – это настоящее отражение горной жизни и культуры региона. И это потрясающий контраст с бурной жизнью больших городов. Андорра каким-то удивительным образом сочетает шумные праздники и тихую гармонию горных деревень. Всего за какие-то пару дней мы успели погрузиться в атмосферу веселья, а потом спокойствие и уют. И знаете, кажется, что мы стали чуточку ближе к пониманию того, какая она, настоящая Андорра. И теперь самое время подвести итоги. Вот и закончилось наше маленькое путешествие по Андорре. Да. Если подытожить, то нам очень понравилось. Да, это что-то между Норвегией и Швейцарией, только более уютное, маленькое, дружелюбное, как будто ты в гостях у бабушки побывал, честное слово. В этом, наверное, и есть главная фишка этой страны. Она очень компактная и при этом очень дружелюбная. То есть люди здесь открытые, приветливые. Здесь есть много красивых мест, чтобы побродить, будь то в горах или по уютным улочкам местных андоррских маленьких городков. На самом деле Андорру очень интересно исследовать. Кажется, что страна однотипная, но это вовсе не так. Может быть, тут и нет каких-то супер известных достопримечательностей, но... Андорра сама как эта достопримечательность. Она достойна называться достопримечательностью. Именно. Вернулись бы мы сюда снова, да. 100%. Андорра – это, как нам кажется, очень приятный сюрприз для каждого путешественника. Для кого-то, чтобы добавить княжество в список посещенных мест. Для других, чтобы познакомиться с уникальной страной и ее людьми. Путешественнику Андорра может предложить, может быть, не супер много, но все же достаточно. Андорра – это очень удобная страна. Если ты живешь здесь, то ты спокойно можешь позволить себе завтракать во Франции, а ужинать в Испании. Можно поехать кататься на лыжах зимой, а можно за несколько часов добраться до побережья Средиземного моря в Испании или Франции. И самое классное, что в княжестве ты ощущаешь себя по-настоящему свободным. В общем, Андорра стоит того, чтобы приехать сюда. Пойдет? Ну что? Спасибо, что сегодня открывали Андорру вместе с нами. Поставьте лайк этому выпуску, если вам понравилось, и подпишитесь на наш канал. Впереди еще очень много интересного.